В женском отделении закрытой психиатрической клиники Старлинг-Хилл начали происходить необъяснимые события. Одна за другой пациентки, находящиеся под строгим наблюдением, неожиданно оказывались беременными. Сначала это казалось случайностью, но когда за одну неделю положительный результат подтвердился уже у 3 женщин, персонал был вынужден признать, ситуация выходит за рамки нормы. Доктор Алана Фрей, опытный акушер и психиатр клиники, обнаружила первую беременность во время планового обследования. Она хорошо знала все протоколы учреждения и не могла понять, как это стало возможным. Женщины здесь не имели никакого контакта с внешним миром, ни свиданий, ни несанкционированных визитов. Все передвижения строго контролировались, а охрана и камеры вели круглосуточное наблюдение. Пациентка, у которой обнаружили беременность, отказывалась говорить. Она выглядела напуганной и растерянной. Но на вопросы врача и заведующей отделением, доктора Вивиан Кейн, отвечала уклончиво. Вторая и третья женщины, у которых также выявили беременность, вели себя так же, либо молчали, либо утверждали, что ничего не знают. Это только усиливало тревогу среди персонала. В попытке разобраться, врачи и охрана пересмотрели все видеозаписи, сделанные в отделении за последние месяцы. Ни на одной из них не было зафиксировано нарушений. Пациентки вели обычную жизнь, посещали терапевтические сессии, бывали в читальном зале, гуляли во внутреннем дворике и участвовали в групповых занятиях. Все выглядело абсолютно обычным и под контролем. На короткое время под подозрение попал техник по обслуживанию оборудования — Джонатан, единственный мужчина, регулярно появлявшийся в женском отделении. Однако вскоре выяснилось, что он находился в отпуске уже больше месяца и никак не мог быть связан с происходящим. Его показания подтвердились, как и записи о ремонте, из-за которого он временно пользовался душевой в женском крыле, исключительно в часы, когда пациентки отсутствовали. Ситуация обострилась, когда беременность была зафиксирована у еще одной женщины, Джоан Сильвер, пациентки с сильным характером и высоким влиянием среди остальных. Ее поведение отличалось дерзостью, и она категорически отказалась что-либо объяснять. Стало ясно, что среди женщин существует некая скрытая договоренность или страх, мешающий им рассказать правду. Настоящий прорыв произошел, когда в медицинский кабинет привели еще одну пациентку, молодую женщину по имени Эмма. Она жаловалась на боли и слабость, и вскоре анализы подтвердили очередную беременность. Во время беседы с доктором Эмма сначала дрожащим голосом, затем почти шепотом призналась. Сотрудники клиники наблюдают за пациентками, но делают это не с той стороны, откуда исходит опасность. Эмма намекнула, что встречи происходят в саду, между кустами и скамейками, особенно в том месте, где обычно собирается Джоан и ее ближайшее окружение. Эти слова вызвали у Аланы и Вивиан серьезные подозрения. Оставить подобную информацию без внимания они не могли. Весь вечер прошел в тревожном ожидании. Вивиан несколько раз поглядывала на часы, а Алана просматривала схему территории, сверяя расположение садовой зоны с чертежами старых коммуникаций. Все сходилось. Когда внутренний двор опустел и пациентки разошлись по палатам, обе женщины, не привлекая внимания, отправились на осмотр упомянутого места. Освещение было тусклым. Слабые фонари по периметру не охватывали центр сада. Тени деревьев отбрасывали причудливые силуэты на дорожке. В воздухе ощущалась тишина, напряженная и настороженная. Они направились к дальнему углу сада, где между каменными скамейками и густыми кустами, о которых говорила Эмма, действительно было что-то странное. Земля в этом месте выглядела слегка взрыхленной, словно недавно кто-то пытался замаскировать следы. Алана нагнулась и руками осторожно отодвинула сухие листья и траву.
Под ними оказался металлический люк с едва заметной ручкой. С усилием они приподняли крышку. Под ней обнаружился узкий проход, уходящий вниз в темноту. Оттуда веяло холодом и сыростью. Лестница вела вглубь, и, по всему видно, это место использовалось не один раз. По стенам виднелись царапины, на ступенях — следы обуви. На мгновение обе женщины замерли. Ощущение, будто они открыли не просто люк, а чужой, тщательно скрываемый мир. Туннель вел прямо в мужское отделение клиники. Судя по следам и состоянию прохода, он активно использовался. Пациенты двух отделений тайно встречались, пользуясь тем, что камера не охватывала зону кустарников. Выяснилось, что этот подземный ход изначально создавался как технический коридор, но позже был заброшен и забыт. Кто-то из пациентов случайно нашел его и превратил в средство тайного перемещения. Встречи происходили ночью, в обход всех расписаний, в те часы, когда охрана сменялась, а персонал занимался отчетностью. Беременности оказались следствием именно этих контактов. Это были не случаи насилия, не вмешательства извне, а отношения между пациентами, проходившие втайне от всего персонала. Так как средства контрацепции в таких условиях отсутствовали, беременность стала неизбежным последствием регулярных ночных визитов. После тщательного обсуждения администрация клиники приняла решение закрыть туннель. Он был заварен и засыпан. Вдобавок, руководство приняло более долгосрочную и гуманную меру. Были введены редкие, строго контролируемые социальные встречи между мужчинами и женщинами, находящимися в клинике. Эти встречи проходили в специально отведенных зонах под наблюдением врачей и психологов, с соблюдением правил и с обязательной медицинской защитой. Дети, рожденные в результате этих событий, были переданы под опеку родственников матерей. Некоторые из женщин продолжили лечение, другие были переведены в другие учреждения. Алана и Вивиан продолжали работать в клинике, но теперь куда внимательнее относились к мелочам и архитектурным планам здания. История о беременностях в Старлинг-Хилл вскоре стала легендой среди персонала, напоминанием о том, что даже в самых закрытых и контролируемых системах человеческая природа все равно находит путь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.